Что показывают в новостях про СВО в России? Продвигаются, что-то какие-то населенные пункты захватывают. Ты хотел подорваться на гранате. Почему ты хотел подорваться? То есть контракт ты подписывал в состоянии алкогольного опьянения. Правильно понимаю? И это никого не смутило, никто тебя не останавливал, тебе никто не сказал протрезвей, придешь завтра. Ты подписал контракт на СВО по пьяни. Это пушечное мясо, вы, короче, просто как стадо овец. Вас загонят, и больше ничего вы не увидите хорошего. Так, вас сегодня повезут на всякие там уже допросы-расспросы. Вот, так что поедете отсюда дальше. Состояние здоровья какое? Что с головой? Прилетело? Я понял. Ну, обработали всех, все? С крестиком. Что с рукой? Ожог? Я понял. Так, ран нет, у вас все более-менее? А, вас помыли, что ли? Были? Кто-то мылся? Что он чистый вообще? Всем вам, кроме тех, кто хочет остаться воевать за нас, желаю добраться до дома в целости и сохранности, чтобы мы с вами больше никогда не виделись, уж точно с оружием. Хорошо? Когда будете дома, расскажите всем, что здесь делать нечего, что украинцы воюют за свой дом, а русский добровольческий корпус им в этом очень хорошо помогает. Понятно? Все, желаю вам всем удачи. Цепляемся и шагаем. Спасибо за внимание. Давай, с тобой хочу увидеться. Я тоже. Больше предают. Что, залазим, да? Да, давай. Это было первое боевое задание или не первое? И как подписал контракт, и как попал в плен. Хорошо. Вот. Родился я в Забайкальском крае, тогда она считалась Читинская область, Кыринский район, село Тырын. Прожили мы в Тырыне. Как тебя зовут? Год рождения. Стратик Популов Василий Викторович. Родился. Родился в Кыринском, Читинская область, Кыринский район, село Тырын. В каком году? В 79-м. Чем занимался, да? Там прожили мы, я пошел в первый класс в село Мордой там. И переехали в Приаргунск. Угу. В Приаргунске я закончил 9 классов, поступил в Приаргунское ПТУ, закончил это училище. Ну а потом времена были тяжелые, по профессии не работал. Работал, ну, старался, где платят, там и работал. Разнорабочий. Да, разнорабочим, грузчиком, всяко. Вот на стоянках, на сенокосах Угу. работал вот это все время. Скажи, пожалуйста, смотри, мы узнали, что был эпизод, когда парни, бойцы РДК, подошли к вашему блиндажу и предлагали вам сдаться, ты хотел подорваться на гранате. Почему ты хотел подорваться? Да, я хотел взорваться. Был такой момент страшный. Потому что до вот этой всей ОБЗ нам сказали, что не стоит это, боже упаси, чтобы сдаться в плен. В плену вас ждет мучение, издевательство, что умрете в тяжелых муках. Медленно и долго. Из этого я сделал вывод, что Лучше погибнуть лучше помереть быстро и не мучиться. и не мучиться. Но какой-то был перелом в душе, рядом были сослуживцы, я не стал этого делать, просто ее дал. Я понял. Драл. Я понял. Но взорвалась она или нет, я вот это Ты не понял. не понял, да, потому что нас атаковали, все стихло, я крикнул, что сдаемся. По своей собственной судьбе и по судьбе ребят, которые попали в плен с тобой, что ты можешь сказать, правда это или нет? Нет, это ложь полная. Нас встретили, медицинскую помощь оказали, накормили, напоили, отмыли. Хотя до этого мы по несколько суток не ели, не видели воды, нам не могли доставить ее. Измученные, истощенные, уже не было веры, что мы просто выживем. Даже
нас не кто-то расстреляет, а просто сами умрем от нехватки воды, Ну, истощение. истощения. Просто уже все в голове кружилось, до того не было сил. Представься, пожалуйста, и расскажи немного о себе. Я Трофимов Леон Николаевич, родился в городе Якутске, Республика Саха-Якутия, поселок Чукурдак, Алайховский район. Кто ты по национальности? Я юкагир из малочисленных народов Севера. Сколько примерно юкагиров осталось? Где-то около 500 там, может больше, еще меньше. Где-то плюс-минус так где-то. Ну, до 1000. Да, до 1000 где-то осталось, наверное. Где в основном проживают юкагиры? В Черский, и в Чукурдахе есть. Ну, везде понемногу, как бы. Мгм. В Среднеколымске, Как мы выяснили, ты по-юкагирски знаешь всего 2 слова. да. Произнеси их, пожалуйста. Вальхарам Курек это 9. Как дела будет? Химина Ханды. Химина Хамды. Так как дела? Нормально. Нормально? Хорошо. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты занимался до момента подписания контракта. Я до момента подписания контракта работал газорезчиком на металлобазе, ну, в сфере металлургии. Ты закончил школу, сколько у тебя классов образования? 9 9 классов. классов. И работал газорезчиком, разрезал металл для дальнейшей сортировки. Мгм. И все, потом в этом году получил корочки ручной резки кислородной 3-го разряда. Мгм. Вот, и все. Потом обратно этим летом я переехал с вахты. Ну, там недалеко, это поселок городского типа Нижнего Бестяха. В Якутск к маме приехал. Мгм. Как и почему ты подписываешь контракт с ВСРФ? Подписал я контракт, потому что у меня конфликт произошел с человеком в клубе, когда я распивал алкогольные напитки Так, вообще в клубе. Ну и у нас произошел конфликт, погромче, получается. погромче. У нас произошел конфликт, получается, мы с ним подрались. И получилось так, что он попал в больницу и сказал, что позвонил мне, не знаю, как он нашел меня, и позвонил, сказал, что запишет заявление, и всякие угрозы об этом были. СМС-ки присылал, и все это. Ну и я вот от этого испугался, чтобы избежать уголовной ответственности. Мгм. По интернету нашел реклама СВО, типа. Мгм. Ну вот и по нему позвонил, узнал, и сказали мне адрес. Я приехал на тот адрес, состояние алкогольного опьянения тоже, Ты был в состоянии алкогольного опьянения? да, Так. и подписал контракт. Да. То есть контракт ты подписывал в состоянии алкогольного опьянения. Правильно я понимаю? Это никого не смутило, никто тебя не останавливал, тебе никто не сказал протрезвей, придешь завтра. Нет. Все, как я подписал контракт, и все. А ты знал, что, ну вот, 4-й год идет уже полномасштабная фаза войны между Россией и Украиной, много очень погибших со стороны России, или ты вообще ничего не знал? Ты Ну, просто знал, что идет война? Я просто знал, что идет война. Как она проходит? Хорошо, плохо? Нет, в это время я, когда обычной жизнью жил, просто новости про СВО слушал и видео смотрел. Что показывают в новостях про СВО в России? Ну, типа, Россия там потихоньку продвигается, что ли, или что-то непонятное. Вроде стоит на месте, вроде что-то пытаются. Все. Но в целом позитивно, продвигаемся вперед, шагаем. Да, но что-то там продвигаются, что-то какие-то населенные пункты захватывают, они там. Ага. Вот про это идет. Ну, как они там стреляют, там с танков, всяких орудий, там. Мгм. Всё. Хорошо. Что было после того, как ты подписал контракт? Когда подписал контракт, у нас там в этом же здании, там санаторий Абурал называется. Там нас разместили, чтобы жили и это, до момента, как билет нам купят на самолет до воинской части. Ну и все время там находились. Ну, я находился, и другие тоже.
Ну, потом возили некоторых паспорт делать, там все быстро делали документы, чтобы отправить побыстрее на воинскую часть. И все, около почти 5-6 дней я там пробыл у них, и ночью у нас под утро уже самолет Т-4, ну, с пересадкой в Иркутск. Ну вот мы полетели, все по частям. Кто-то в Иркутск даже полетел. Операторы. Ты понимал, что ты будешь в воюющих частях? Или тебе сказали, что ты будешь в тыловых частях? Или как это выглядело? Когда мне личное дело дали, вот, там написано было мастером, номером орудия гаубичной самоходной что-то артиллерии. Мгм. То есть ты должен был быть артиллеристом? Да. Так. Ну, когда я вот уже прибыл в в Читу, ну, там дальше распределяли. А вот когда вот уже в Донецк прибыл, там уже все оказалось по-другому. Ну, понятно. А, как ты попал в плен? Как я попал в плен? Давай так, когда ты подписал контракт? 23 июня. 23 июня. По сути, месяц назад. Да. Так. Ну и 2 недели, как мы прибыли на учебный полигон, 2 недели в учебный полигон ездили, обучали. И где-то на второй неделе, где-то это, помню, было четверг, по-моему, или среда. Ну и отправили нас, мы собирались вообще-то ехать в полигон, и нас залезли в машину. Мгм. И Засунули в машину. Нет, сказали вот так, ты едешь, указывая пальцем, все, выходите. Мгм. Там уже дальше сказали, собирайте вещи, там то, что нужно, вы поедете на боевую задачу. Ну, блин, там обучали, даже практически не обучили ни к чему толком. Только бегали, там, постреляли и все. И по медицине я думал, блин, я вообще был в шоке, что как 2 раза всего лишь на медицине был и все. Стреляли по каким-то железкам, все. Ну, отправили, дальше поехали мы на БЗ, привезли сначала в какой-то разбитый город, там каменные здания обрушенные, пустые. Расскажи мне уже непосредственно, как в плен взяли тебя. Мы нас сопровождал Енисей, позывной. Он нас завел в лесополку и сказал Это со штаба кто-то вас ведет по птичке, правильно? Или по рации? по рации Мгм. через дрон. И он сказал, вот через лесополки и дороги водил нас и сказал, что вот мы в лесополке где-то последнее, где остановились, там сказали закрепиться, сидите, ждите, потом дальше вас проведу, типа. Мгм. Ну, мы вот под деревьями 2 дня, что ли, пролежали без воды, без еды. И, Что вы ели, что вы пили? ну, ели, искали бутылки с водой, по лесу ходили, искали. Бывало, попадалось с какой-то жидкостью, там уже пофиг, что пить, главное попить, чтобы было. И в поле семечки, подсолнух, их ели. Ну и по рации он нам сказал на 3-й день продвиньтесь на 200 метров вперед, короче, по лесополке. Мы продвинулись, по пути увидели окоп, блиндаж. И там объяснили то, что нашли блиндаж, там вода немного есть. Сказал, закрепитесь здесь, все, ждите, я сейчас остальных подтолкну. Мгм. Все, сидели, ждали, ночевали. Там потом 3-й к нам пришел, наш чужой позывной. Мгм. И все, вот, втроем ждали. Потом нас активно начали бомбить дроны. Я уже думал, все, нас взорвут, убьют сейчас. Всё. Но потом услышал голоса, и я уже думал, что делать. Ну, растерялся, короче. Все, грек позывной, который со мной был, пришел в лесополку, он схватил гранату. Я думал, он хотел туда кинуть, или как я понял, он хотел нас еще взорвать, короче.
А он вас об этом спрашивал, хотите вы взорваться? Он вообще ничего не спрашивал, он просто сидел, как каменный, гранату в руках держал. А мы его толкали, чтобы все, короче, надо сдаваться лучше, но... Ну и крикнули, нам кричали, выходите, руки вверх по одному. И мы вышли, первым его толкнули, и второй я пошел. Мы сдались. Я когда атаковали, получил ожог, и мне оказали, нас взяли в плен, оказали медицинскую помощь сразу, перебинтовали и уже дальше к себе. Как к вам отнеслись в плену? Достаточно хорошо оказали медицинскую помощь, дали воды попить, накормили. И ничего плохого не сказали. До того, как тебя взяли в плен, ты слышал про русский добровольческий корпус, что-то в России проходил? Про такое нет. А кто ждет тебя дома? Мама дома ждет. Она была рада, когда узнала, что ты подписал контракт, или расстроилась наоборот? Вообще не рада. Злая была. Переживала в основном. И когда с ней на класс выходил, говорит, что каждый день молится. Вот так. Кому она молится? Кто юкагиры по вероисповеданию? Это Бога. Что у тебя за амулет, расскажи. Это мне сестра дала кого-то. Говорит, что это национальный такой якутский. Защита 5 сторон, сказала. С 5 сторон. Ну, тебе помогло? Да, слава богу. Ты живой и практически здоровый. Согласен? Да. Что будет, когда ты вернешься в Россию? Что будет? Надеюсь, нас обменяют. Да. И домой отправят. Что будет дома? Дома я лучше буду сидеть с мамой, да, и работать. Больше ничего. Смотри, мы много знаем, что якуты, буряты, юкагиры воюют на этой войне за путинские амбиции. У тебя есть возможность обратиться к своим соотечественникам, к другим юкагирам, просто каким-то малым народам севера, и можешь им сказать все, что ты думаешь по поводу этой войны и подписания контракта. Надо его подписывать, не надо. Я обращусь к тем, кто собирается подписать контракт. Я думаю, лучше не стоит этого делать. Тут просто обманывают там. Все меняется, когда ты уже к войне близко подходишь. Там ты не будешь никем, ни поваром, ни то, что там написано в личных делах, там обманывают это все. Просто тебя возьмут и отправят туда на штурм, на передок Там никто ничего не будет спрашивать. А остальным я бы, наверное, посоветовал бы сдаться или идите сами. У вас своя голова на плечах Скажи, пожалуйста, что у тебя за татуировка? Это вот они, в штабе, командир или старина, позывной у него, сказали, каждый должен около жетона выбить номер. А можно отказаться? А там даже будешь, если отказываться, все равно убедят что надо набить татуировку. То есть, по сути, отказаться нельзя? Вообще никак не откажешься. Даже если мусульманин, если тебе даже нельзя татуировки, там все равно набьют татуировку. Угу. Когда вернешься домой, оставишь ее? Нет, нафиг она мне нужна. Я ее сотру сразу же. Я вообще тоже не планировал никаких татуировок в жизни делать. Не красит на меня, поэтому. Хорошо. Я хочу думать, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Ты спокойно поедешь домой и оружие больше в руки брать не будешь. Да. Хорошо? Хорошо. Я Подшивалов Александр Александрович с 1986 года, 1 ноября 11 месяца. Работал на стоянке трактористом. Учился? Учился в средней образовательной школе, 6 классов образования. Чубанством занимался. Чем? Чубанством, сельскохозяйством Ага. занимались вдвоем с Лехой. Все. Как и жил у него там. Откуда ты родом? С поселка Лаян, Забайкальский край, Читинская область. Угу.
По пьяни вот согласился. Ты подписал контракт на СВО по пьяни. По пьяни, да. Расскажи, пожалуйста, как это было? Ну, сидели на квартире, один парнишка пришел с СВО, Женька. Сидели, выпивали, он сказал, что мы трусы все. Ну и я сказал, что я не трус. Он говорит, я тебя там увижу. Я говорю, не увижу, может быть. Я говорю, может, увидимся. Пошел по пьянке и подписал контракт. Здесь мы с ним уже увиделись. Он засмеялся просто, спросил меня, ты что, говорит, здесь делаешь? Я говорю, так я же тебе сказал, что я подпишу. Он говорит, а я не поверил, ну тебе типа. То есть Да. ты за слова отвечаешь Да, я и за- не трус. Да, я за Так. слова за свои ответил просто-напросто. По-мужски поступил и все. Очень. Так. И пошел, судил. А если бы ты погиб? Судьба, значит, такова моя. Ты подписал контракт по пьяни, потому что ты хотел доказать своему корешу, что ты не трус. Да, Я правильно все понял? да, Так. да. Как ты считаешь, это вообще был правильный поступок? Правильно, конечно. Все равно По-мужски. правильно. Хорошо. А если бы ты погиб? Воля моя такая. Ну, хорошо. А если бы ты убил кого-то здесь? Ну, грех. Грех. Грех на душу брать. Да. Плохо? Плохо, конечно. Ну, а как же так? Не, плохо грех брать. Человека убивать это плохо. Тем более за деньги. Ты Да. какие-то деньги получал Нет, на данный момент? нет. Почему? У меня карты не было, а карту мне когда сделали, нас уже сюда отправили. Мгм. То есть даже выплат ты на руках еще Не держал. Когда ты подписал контракт? 29 Чего? июня. А, так буквально вот в прошлом месяце. Да. И По, по сути, месяц назад. Да, 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 да. И вот ты уже в плену. Да. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в плен? Ну, мы сидели, я сперва сидел в лесополосах, лежал. Нас заставили с Чебуром, с напарником. Он нас довел птичкой. Сказал лежать в зеленке. Зачем, мы не знаем. Здесь занять и лежать. Я вам скажу, чем дальше буду двигаться. Мы с ним 4 дня пролежали, он потом Чебура отправил воды попить. У нас ни воды, ничего не было, ни покушать, ни воды, ничего не было. Сколько у вас были на позиции, как долго вы были без еды, без воды? 4 дня. Он на 4-й день уже не выдержал. Мы салфетки выжимали. Вот эти влажные салфетки выжимали и пили воду, чтобы не с жажды хотя бы не сдохнуть. Он побежал воды, он ему сказал, воды попить там можно. Он, да, там, говорит, наши типа. Он побежал к союзникам. И все, его там первого взяли в плен. Меня начали ночью под вечер обстреливать уже с минометов, с дронов. Начали лесополосу обжигать, подожгли. Я попался маленечко, до вечера протянул, но все равно бомбить не переставали. Они на какое-то короткое время переставали. Я начал прятаться туды-сюды, яму выкопал, в яму закопался. Они все равно начали с дронов долбить меня. Я начал ползать по ним, но я убегал вообще, я за жизнь боялся. Я ползал там вот так в шахтном порядке. И потом Видишь, смелый-смелый, а умирать-то неохота, правда? Да. Ага. Так. Я Енисею потом по рации вызвал его, который вот это нас вызвал, туда направил. Я ему сказал, я говорю, ты меня как-нибудь забери отсюда, или обратно, или к союзникам. Он меня до 2:30 ночи я еще там был. 2:30 ночи он меня забрал оттуда, перевел через поле пшеничное, в правую сторону лесополосы. И вот он меня отправил к ним, к Якуту и вот Греку. Там они, блиндажи, была ночь, я говорю, куда я ночью пойду? Я в лесополосе уснул, 5 часов проснулся, пошел их нашел, блиндаж. Все, бросил автомат, рюкзак. Сперва их нашел, кое-как дошел, воды у них попил, посидел маленько, покурил. Пошел рюкзак, забрал автомат, только к ним зашел, и нас начали обстреливать. Обстреляли сперва дронами нас, а потом уже сказали, сдавайте, подошли. То есть подошли ребята. Да, подошли ребята и сказали, сдавайтесь. Грек схватил гранату, хотел нас всех взорвать. Угу. Но не успел чеку вырвать, как там усики были загнуты, он не успел ее сдернуть и кинул просто так ее в проход. Мы пригнулись с Якутом, с Львом, пригнулись, думали, произойдет сейчас взрыв, ну и нам будет все, как здесь. Кого делать? Мы его вытолкали уже в проход сами. Иди сдавайся, мы за тобой пойдем, бросай автомат. Он автомат бросил и пошел. Но он шел медленно вообще, но вышел. И мы бросили автомат и вышли. Парни сказали нам, ложитесь, ничего с вами не будет. Не переживайте, говорит, не бить, не расстреливать, ничего не будем. Все будет нормально. Я у них сразу первым делом попросил воды. Парни, говорю, есть вода? Они говорят, конечно, есть. Расстегнули, вытащили воды, нам воды покурить дали, водой напоили. То есть всё. отнеслись? Да, нормально вообще отнеслись, хорошо вообще.
Поили нас водой, дали нам маленько в себя прийти. Все проверили, рюкзаки, что. Это все выбросите, говорит, вам ничего не надо, ни бронежилета, ничего, говорит, снимайте, это, говорит, выбрасывайте и не бойтесь, говорит, все, сейчас пойдем. И вот мы пошли до второй точки, туда нас привели, накормили, напоили, дали нам нормально отдохнуть, покурили. И вот пришли потом сюда, в третью точку, здесь мы переночевали, покушали, поели нормально, чай попили, утром мы проснулись сегодня. И вчера утром проснулись, также нас накормили, чаем горячим напоили. Отношения, скажу, вообще 100%. Вот такое вот. Ты не ожидал, что будет такое отношение? Не ожидал. А какое вам говорили будет вам отношение? Вообще стрёмно. Резать? Что нас будут резать, что нам будут пену в жопу толкать, какие-то трубы, уши отрезать, и кастрировать. Там дофига чего наговорили. Так это же все неправда. Да. А вот мы сами своими глазами, вот я удостоверился, я больше в Россию просто не хочу. Не хочешь? Не хочу, я хочу здесь жить. Скажи мне, пожалуйста, что у тебя за татуировка? Это личный номер, нас заставляли вот это колоть. А если не хочешь? Принудительно все равно заставят. Выбора нет. Выбора нету. Это личный номер. 133 508. Личный номер. Вот у меня даже в жетоне висит. Этот. Совпадает. Принудительно вызывали ВПшников. Парни, которые отказывались, мусульмане, там, армяне, они отказывались и говорили, что вера не позволяет им колоть. И их заставляли через ВП, через военную полицию. Они приходили, их вызывали как будто в столовую, уводили, видать, в другой бат. И там начинали уже принудительно накалывать им. Просто держали руки? Да, держали руки и кололи. Я понял. Скажи, у тебя есть возможность обратиться к тем, кто хочет еще подписать контракт по пьяни, на слабо, чтобы доказать свою храбрость? Можешь что-то этим людям Пацаны, сказать? не вздумайте. Это просто-напросто жопа. Не надо. Сидите лучше дома, да и все. Или езжайте своим ходом в суды на Украину и лучше вот здесь служите им, чем в России. Но в России полная жопа, пацаны. Честное слово. Ну что ж, может быть, ты пополнишь ряды вооруженных сил Украины и вместе уже теперь? А мне пацаны тоже говорят. Да? это. Да. Ну хорошо. Все, давай, до встречи. Всё. Будь здоров. Вам так. Представься, пожалуйста, расскажи немного о себе. Кохарьков Андрей Чуть Сергеевич. погромче. Кохарьков Андрей Сергеевич родился 07.11.75 года. Родился Кыринский район, Забайкальский край. Чем ты занимался? Школа, учеба, работа? Учился, закончил 11 классов. Призвали в армию в 93 году, в декабре месяце, в 95-м, 25 мая пришел на дембель. Занялся коммерцией. В 2000 году переехал в город и попал в тюрьму По какой статье? по 111 4. Это тяжкие телесные, Да, повлекшие смерть. да. Как так получилось? Да по пьянке тоже там один завыпендривался, вышел, да вмазал, все, и убил его. Короче, как обычно, не рассчитал, он упал и крякнул, да? Сколько ты отсидел? 10 лет. От звонка до звонка. До звонка. Почему тебе дали так много? Ты первоход? Первоход был. Почему так, дали так много? 12 запросили, 10 дали. Где ты отсидел? ВК-7 оловянная. ВК-7 оловянная. А это какой населенный пункт ближайший? Это получается Забайкальский край, Это там же. где-то. Оловянинский район, там же, Так, ты вышел, получается, в каком? 2010-2011? в 2014 году В 2014. освободился, приехал домой, женился, Так, начал жить с семьей. Работы нет, устроился кое-как в артель. В артели проработал 3 года. С женщиной у меня не получилось, я разбежался. И она меня посадила по 228. по наркомании. Да, Как часть это? 2. Нашли у меня 141 грамм уже отработанной травы. Да. И за этих 141 грамм уже отработанной травы дали мне 4 года 3 месяца. Посадили меня снова в тюрьму. Отсидел я этих 4 года 3 месяца. Опять от звонка до звонка. От звонка до звонка.
Освободился я 6 июня 25 года. Подумал. Тут уже, услышал за эти контракты, что подписывают. Тут милиция давай меня уже напрягать. Дали мне надзор 8 лет. Отмечаться ездить каждый месяц. Но я думаю, контракт подпишу, уеду в Украину, да и останусь там, да и все. А почему ты не подписывал контракт, пока сидел второй срок по 228? Ведь наверняка были от Министерства обороны вербовщики. Почему не хотел подписывать? Не хотел, да и все. И тут ты выходишь, и ты понимаешь, что тебя ничего не ждет, и это единственный вариант. И тем более со всех сторон давят. Ну, а полиция дала понять, что... А у меня, получается, надзор дали, мне вообще из дома никуда выезжать нельзя. После 10 ты не имеешь права из дома. С 10 до 6 я должен быть дома. Если куда-то что-то даже насчет работы выезжать, это вообще волокита очень большая. Чтобы собрать все справки, и то они там потом соберутся и решат, можно меня туда отпустить работать или нельзя. А где я живу, там работы вообще нет. Там люди без работы сидят. Средний заработок в твоих краях? Ну, Зарплата какая? если фортельщики получают по 200 тысяч. Что такое фортельщик? Фортельщики — это такая организация, где добывают золото, добыча золота. Она легальная или не Легально, все легально, Так. государственно. Но они вот, Это называется артель. артель называется. Вот они, например, в мае начинается сезон, и они, например, берут 40 килограмм золота добыть. И вот с мая месяца до ноября месяца они должны 40 килограмм золота добыть. Если они 40 килограмм золота добывают или перевыполняют план, например, 42 килограмма, им выплачивается артельщикам зарплата, как полагается, и еще идут премиальные. А если не выполняют план? Если не выполняют, просто получают зарплату и все. Короче, это самый достойный заработок. Да, артель самая достойная заработок. Но туда попасть тоже очень трудно. Хорошо. В какой момент ты решаешь подписать контракт? Ну, 6-го я освободился, где-то числа 25-го. Подожди, ты освободился? 6 июня. Ты освободился месяц назад. Ну, я что и говорю. Так. Ну, думаю, сейчас контракт подпишу, если там у меня все нормально будет. Попробую слинять, остаться там. в Это был Украине. твой план. Это был мой план. Окей. Но подписал контракт 30 числа я. 3 числа меня уже привезли на полигон. 2 недели нас там гоняли. И через 2 недели привезли сюда. 4 дня, я просидел в лесопосадке. Потом получил команду идти вниз. Пошел вниз, и вот теперь я здесь. Как выглядело твое пленение? Когда меня взяли, Да. я ни о чем не жалею. Я хочу к вам, и все. Как с тобой обращались ребята, которые брали Очень тебя? хорошо. Я пить хотел, они мне 3 бутылки воды принесли. Тушенку принесли, рыбу принесли в консерву. Ешь, а мне еда-то не лезет, мы 4 дня без всего. Без воды, без еды. Как ты держался 4 дня? Мочу пил, ё-моё. Мочу Я пил. часто про это слышу. Ну, мочу писаешь, потом эти таблетки обеззараживают воду. Понятно. Таблетку бросаю, полчаса постоит. Раз, она все равно. Да, понятно. Ну, это не вода, Понятно. она соленая там была. Вот так вот 4 дня. Потом он меня вызвал по рации. Иди вниз в нижнюю лесопосадку. Я говорю, что с собой брать? Иди так. А я в одной футболке, в брюках. Но я и пошел так. Я в лесопосадку зашел, он говорит, выйди на перекресток, помаши мне рукой. Я вышел на перекресток, ему говорю, а что за прикол-то? Он говорит, надо. Ну, я вышел, помахал рукой, он улетел. Я в лесопосадку зашел, сброс. И все, я побежал в соседнюю лесопосадку. Туда забежал, выстрелил. Я упал, кричу, свои, не стреляйте. Ага. А они, поднимай руки, иди сюда. Я поднял руки, выхожу, смотрю, 3 пацанов. Они мне говорят, где твой автомат, где броня? Я говорю, так я вообще так. Они, ты что, ебанулся совсем? Не ругайся. Ну, вот так они мне сказали. Ну, понятно. Ну, я говорю, вот. Я говорю, как рад, что вы меня в плен взяли. Вот серьезно, я говорю, я как рад, что я вас встретил. Я хочу к вам. Они, что, серьезно? Я говорю, серьезно. Я говорю сразу конкретно. Я, пацаны, вам скажу так, лучше не стоит этого делать. Это пушечное мясо. Вы, короче, просто как стадо овец. Вас загонят,
И больше ничего вы не увидите хорошего. Или калека, или 200. Лучше живите дома с семьями, растите детей. Так будет лучше. Это самое главное, семья, мать, отец. Тут ловить вообще нечего. Тут вот, честно скажу вам, вот эти люди, с которыми я сейчас нахожусь, это, они достойны уважения. А где я был, нас считали как собак. Гнали нас на убой, да и все. Скажи, пожалуйста, у тебя много татуировок, но я вижу какую-то свежую. Что это такое? Это вот нас заставляли делать номерной знак, свой номерной знак. Всех заставляли, кто был. Это номер твоего жетона, правильно? Это номер моего жетона. Мы задавали вопрос, а зачем им нужен? У нас же есть жетон. Да. Они говорили, так надо. Делали нам эти номера, потом нас фотографировали с этими номерами. Подходили, раздевались также по пояс, нас фотографировали. Только для чего им надо было, я это не знаю. Можно отказаться? Никак Отказаться нельзя. нельзя. Я тебя услышал. А если откажешься, они накажут всех, а тебя Томаса все равно заставят это сделать. Все равно заставят. Да, заставят. Они сделают так, чтобы тебя заставили свои, Мгм. которые сделали уже до этого. То есть отказаться нельзя, бьют всем по головам. Всем поголовно. Хорошо, я тебя услышал. Спасибо тебе большое. Будем заниматься дальше нашей работой и войной. Добро.